Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». И как я вам обещала, я хочу максимально много рассказать вам про наш прекрасный район Алсанжак, про все, что есть в Алсанжаке, и также какая недвижимость здесь продается. Мне пишут, покажите, какие объекты недвижимости продаются в Алсанжаке. И вы знаете, к сожалению, первичной недвижимости новой очень мало. Очень много прямо сейчас народа купило, все скупило. Но есть объекты, которые строящиеся, но их еще не видно. Есть также объекты, которые построились, их купили, и далее идет вторичная продажа. По-разному складывается у человека ситуация, и он решил продать, перепродать. Неделю назад я снимала видео вот в этом прекрасном комплексе. Здесь было 3 квартиры на продажу. На сегодняшний день от застройщика не осталось ни одной квартиры. Но я знаю, что появилась квартира на перепродажу. Вторичная недвижимость. Дом еще не построился, а недвижимость уже вторичная. И очень на нее сладкая цена. 2+1 – 55 тысяч фунтов. Сегодня хочу вам показать квартиру для примера, вторичную, которая расположена в комплексе Милос комплекс, находится в Алсанжаке, в красивом живописном месте. В этом комплексе есть охрана, красивый бассейн, детская площадка, есть теннисные корты, тренажерный зал. Квартира 2+1. Здесь жила молодая семья 2 года. Эта квартира общей площадью 90 квадратных метров с террасой на крыше. Пойдемте, я вам покажу. Вот такой красивый большой здесь зал с выходом на террасу. Здесь зона отдыха, а это кухонная зона. Достаточно просторная кухня. Техника вся в идеальном состоянии, и мебель тоже. Вот такая замечательная терраса с выходом на бассейн и с видом на горы. В этом комплексе живут англичане, немцы, русские. Есть квартиры, которые сдаются, и аренда очень хорошая. Месячная аренда на долгосрок 1+1 от 400 фунтов и больше. А посуточно 50-70 фунтов в сутки. Так, вот мы заходим в спальню. В этой спальне расположена большая кровать двухспальная, 2 тумбы и такой красивый встроенный шкаф. Он просто огромный. Огромный шкаф. Комната небольших размеров, но она достаточно такая нормально просторная. Можно ходить, гулять, еще дамский столик можно поставить, телевизор повесить. Также шкафы есть еще здесь. Стиральная машина. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам найти самые лучшие варианты, которые впишутся в ваш бюджет. Поверьте, есть очень много хороших вариантов вторичного жилья, нового вторичного жилья, которые вы никогда не узнаете ни от кого, которые вам никогда не покажут, потому что это невыгодно. А мы вам открыто все расскажем и покажем. Пару дней назад к нам приехали наши подписчики. Они приехали к одному агентству, очень известному, там 15 лет на рынке, у них YouTube-канал, 5000 аудитория. И их агент начал возить этих людей, показывать недвижимость. Они нам рассказали, что им показали.
И эти, кстати, люди показывали, риэлторы, и мне когда-то объекты. И то, что их показывали, и куда их возили, за какую стоимость им показывали объекты, это ужас. И у меня вот такой вопрос. Сама бы вот эта риэлторша жила бы вот в этом доме, в недостроенном, за такую-то сумму большую, которую, в принципе, им сказали, в районе Каршияка, это вообще-то конец географии на сегодняшний день. Здесь есть получше варианты. Я думаю, что нет. Так почему вы показываете людям такое? А хорошее не показываете. А хорошего я ему скинула 10 позиций. И он сидел и изучал. Вот вторая комната. Здесь расположена большая кровать, но можно здесь сделать и детскую, расположить кровать поменьше, поставить стол, какой-то детский уголок. Здесь мы видим вид на горы немножко и на соседний дом. Комнаты небольших размеров, то для ребенка одного достаточно. И также здесь у нас находится санузел, просторный, хорошая душевая, хорошая красивая плитка. Все в таком состоянии, можно сказать, как новое. Все блестит, сверкает. Хозяева были аккуратны. И пойдемте покажу вам изюминку этой квартиры, террасу. Вот коридор. Мне так нравится, когда в подъездах такая каменная плитка. Здесь, ну, везде в подъездах каменная плитка, конечно, здорово. Терраса, смотрите, какая. Конечно, терраса это очень классное помещение в квартире. Здесь вот выведена вода, есть такой шкаф, здесь можно разделывать, зону барбекю можно установить, поставить мебель. Прекрасный вид на горы и на бассейн. В этом комплексе очень спокойно. Сколько вот мы сюда приходим, здесь живут люди с детьми, но как-то очень такая спокойная атмосфера. Мне нравится. И шикарный вид на море. Сегодня море немножко сливается с небом, но море видно. И также вид на соседний комплекс, который мы только что посещали, и вид прекрасный на горы. Вот такую замечательную квартиру я вам сегодня показала. Хочу напомнить, что это квартира 2+1, 90 квадратных метров. Она расположена в районе Алсанжак, в очень красивом комплексе, который называется Милош Парк. В этом комплексе есть шикарный бассейн, тренажерный зал, детская площадка, теннисный корт. Также очень красивая территория, вся утопающая в зелени. С одной стороны мы увидели с террасы море, с другой стороны красивые горы. В данной квартире проживала молодая семья 2 года, комплексу 4 года. В этом комплексе живут англичане, немцы, русские. Здесь квартиры также сдаются в аренду. Но на сегодняшний день здесь свободных квартир в аренду и нету, потому что этот комплекс очень пользуется популярностью. Я бы его рассмотрела как для постоянного жилья, так и для инвестиций. В 2 минутах ходьбы от комплекса есть British College. В этом комплексе можно жить без машины. 10 минут до одного магазина пешком, 15 минут до другого. Недалеко есть основная дорога, где ходят маршрутки. В этом комплексе также продаются квартиры 1+1, 3+1. И обратившись к нам, мы поможем вам провести сделку, дадим самых лучших адвокатов, которые проверят чистоту до объекта, посмотрят, обременена ли недвижимость, есть ли поблизости какие-то военные базы, получите ли вы титул, какой есть титул на недвижимость. Полностью сделку должен сопровождать по вторичному жилью адвокат.
Также в нашем районе есть и другие объекты недвижимости, как первичное, так и вторичное жилье. Мы поможем вам под ваш бюджет подобрать максимально лучший вариант, покажем разные варианты. Есть варианты, на которых не особо можно заработать риэлтором, поэтому риэлторы и не хотят их показывать. А мы все открыто людям всем показываем, и многие даже удивляются. Мне женщина одна полгода не может купить себе квартиру, потому что ей такие варианты под ее бюджет показывают. Хотелось бы спросить вот у этого риэлтора, который показывает, а он бы жил сам в этой квартире, и она не может. И мы ей нашли очень классную квартиру в ее бюджет, в классном месте. Потом вам покажем, снимем.